из Соединенных Штатов мне друзья рассказали о том, что за 10 дней, с чего начался скандал, за 10 дней до встречи Зеленского, до приезда в Белый дом, протоколом Украине была обозначена форма одежды президента. И Трампу специально люди, которые не любят Украину, обратили на это внимание перед встречей. И когда открылась дверь, и все видели этот кадр, когда машина открывается, приоделся. и он выходит, и выходит Зеленский в этой толстовке, Трамп это воспринял просто как плевок в лицо. Ага. А потом, ну я не знаю, это информация, которая у меня с Украины, не знаю, насколько она достоверна, но говорят, что после того скандала, который был в Белом доме, Маркарова, посол Украины, вместе с Андреем Ермаком поехали в посольство Украины. И там Маркарова по очень повышенных тонах Ермаку говорила, почему вы его под наркотиками привезли к Трампу. А тот оправдывался и говорил, говорите, он Не бывает ни под он наркотиками. накурился в самолете, потом не накурился, нанюхался, и поэтому вот это было давно, но потом так и не пришел в себя. И эту запись тоже сняла ФБР и предоставила Трампу. Это было еще одно прийти в таком состоянии к Трампу. На заре становления налоговой системы я давно был в украинском парламенте, отвечал за налоги. Очень сильно бизнес жаловался на то, что НДС не возвращает налоговая, все манипуляции, налоговики приходят, взятки требуют. И был очень высокий запрос на отмену НДС. Опыт, который мне как руководителю поручили, ответственному от фракции, это был найти аналог НДС. Я изучал Соединенные Штаты. Соединенные Штаты – страна, в которой нет НДС. Когда к нам поступает или в Европу, или в Мексику, или еще куда-нибудь поступает товар, платится налог на добавочную стоимость около 20%. У нас 20%. Сразу же товар становится дороже на 20%. Когда прибывает товар в Соединенные Штаты, не платится НДС. Они собирают за счет других оборотных налогов, налогов с дохода и все остальное. Тариф 10%, который предлагает Трамп, это просто выровнять ситуацию. Его можно понять. Но и вообще надо понимать, что остальное это все действительно санкционные тарифы, выше 10%. Откуда вообще взялось вот это вот желание Трампа изолироваться? У Трампа было две проблемы. Первое – это то, что его отправляли в импичмент в первом созыве. И причем к этому имели отношение как Порошенко, так и Зеленский, Бурисма, Байден и все остальное. Они его предавали, сдавали, и он это помнит. У него были судебные процессы, у него отобрали выборы. И его травили в СМИ. Обратите внимание, человек, который нарцисс, который запомнил, где был плохой портрет, и он его поменял. Его травили в СМИ непрерывно. У него проводили дома обыски, рылись в белье его супруги. Не в переносном смысле, а в реальном. Это его большая психологическая травма. Кто его не подвел тогда? Он отвечал это в интервью, Владимир Владимирович и Россия. Надо отдать должное, он говорил о том, что Путин меня ни разу не обманывал. И когда меня травили, он терпел все это, потому что травили и Россию вместе с ним. Это большой плюс. И то, что он сейчас проводит, часть внешней политики, это последствия этого. Я бы Второе. не закладывался. Второе. Нет? Не закладывался бы, нет. Второе. И то, что нет сейчас тарифов по отношению к России, это тоже поэтому. У нас нет торгового Он для оборота. Да, это же они сами объясняют, что у нас нет Есть лидеры, для которых личные отношения важны. Это Эрдоган, это Нетаньяху, это Путин, это Трамп. Они выстраивают Цзиньпина не отношения забудьте. на основе личных отношений. Это хорошо или плохо, но это есть. Что в Трампа стреляли? Он выжил. Пуля была действительно рядом. Трампа отправляли в импичмент, он поднялся, он выиграл, у него украли победу, он считает, что он мессия. Это Ага. правда. И как мессия, он считает его задача вытянуть Соединенные Штаты. Какая самая большая проблема Соединенных Штатов?
Вы об этом говорили, это долги. И проблема не в том, что 120% ВВП долг Соединенных Штатов. Это вообще небольшой долг. Да Проблема что в том, что это небольшой долг. Японию возьмите европейские страны, 200-300%. Проблема в том, что 75% в этом ВВП у Соединенных Штатов это услуги. Да, Это сервисная свежий экономика. воздух. А то, о чем мы И говорим. из-за этого Трамп непрерывно говорит о том, что вся его политика подчинена второму. Он как мессия считает, что он мог бы просидеть один срок. Один срок ему хватило бы всего для того, чтобы праздновать, играть в гольф. Но он хочет вытащить Соединенных Штатов. И ради этого он планирует сократить расходы. У него задача от триллиона до 2. Это сложнейшая задача. 2 триллиона в год сократит расходы Соединенных Штатов. Отсюда сокращение изменит расходов на ситуацию? НАТО, Как это изменит ситуацию? сокращение на USAID, на всякие другие международные программы, на ввоз, на все остальное. Трамп изначально всегда говорил о том, что он сторонник, для него пример президент Маккинли. Да. Гора Маккинли и все остальное. Для него это гуру. Действительно, вот то же самое, что они сейчас делают с сокращением штатов. В момент сокращения штатов идут повышенные выплаты, все об этом знают. Пенсионные, все остальные, социальные выплаты, зарплаты вперед. Сейчас затраты выросли. Точно так же сейчас будет такая же ситуация с тарифами. Будут расти цены, будет много недовольных, будет дефицит товаров. Но если они этот период проживут, Если. если Вот именно. через 2 года они получат свои Там будет экономии город-сад. деньги. И- Насчет отказаться от Украины уже произошел, просто его не все услышали. Смотрите, в чем смысл сделки. Трамп предлагает России оставить ту территорию, которую она контролирует. И, может быть, даже ее признать. И даже вместе с Крымом. Забирайте, у вас было 10 лет с 2014 года противостояния. У вас было столько лет после независимости Украины. Занимайтесь Украиной, возьмите сколько вы хотите. Вы взяли столько, все. Остальное мое. Сделка – это возможность взять под контроль всю территорию Украины. Ведь там не просто инфраструктура, природные ресурсы. Это Порты, там, АЭС, там, порты там и, ядерные порты станции. и все остальное. Кроме этого, каждая фирма, заключая любой внешнеэкономический договор, должна спросить у американской структуры, а можно ли грузить. А они как могут сказать, нет, это враг Соединенных Штатов, отгрузка запрещена. Эта структура начинает собирать налоги, налог на ренту внутри Украины. Все потоки становятся контролировать Соединенные Штаты. И, естественно, этот вариант не очень устраивает Российскую Федерацию. Ну, не очень, это мягко сказано. 20% территории будет контролировать Россия, остальное будет Соединенные Штаты, и распоряжаться и делать, что хочешь. Именно поэтому идет диалог. Поэтому до сих пор не договорились. Потому что идет, знаете, война, это политика, это называют лозунги, называют красивые слова. На самом деле Экономика. всегда стоит экономика. Да. Деньги, ресурсы. И когда Владимир Владимирович сказал о том, что я предлагаю взять под внешний контроль Украину, Под внешнее управление. это под внешнее управление. Это реализация схемы, при котором будет не только Соединенные Штаты, но и Россия управлять Украиной. И это будет гарантией того, что оставшаяся часть Украины будет нейтральна по отношению к России. Мгм. Интересно. Знаете, если ты контролируешь ресурсы, ты контролируешь олигархов. Да. Если ты контролируешь олигархов, если ты контролируешь экономику, ты контролируешь все. Поэтому нас интересует безопасность, а для этого мы должны контролировать процессы, проходящие на Украине, включая выборы.